Всех приветствую. Запишем обзор на криптовалюты и на доллар-рубль. По биткоину у нас было несколько вариантов, все лонговые, но в зависимости от какого уровня. И давайте посмотрим, где он сейчас. То есть мы продолжаем идти в треугольнике. Что можно сказать, что у нас отменилось? Вот этот вариант у нас отменился. Сейчас у нас остается два варианта. Либо это полностью треугольник А, Б, С, Д, Е и наверх, либо это заходной, волна связка А, Б, С, Д, Е, дальше вниз и потом только наверх. То есть вынос вниз еще по-прежнему актуален. Здесь смотрите, возможно, вынесем все вниз. Дальше эфириум. Эфириум у нас пошел наверх, не захотел он обновлять низ. Достижение этой зоны было прогнозируемо, но вниз мы не сходили. Давайте этот вариант удалим. Зону мы достигли. Есть ли сила у нас идти высоко дальше, пробивать уровень? Судя по графику сейчас, этого нет. Объемы низкие, индикатор тоже вниз. Цена прет пока сама по себе. Если взглянуть на часовики, что это за коррекция у нас была? Так, у нас раз, два, три, пятиволновая. Не может быть пятиволновой коррекции. Здесь мы уже хаи практически пробили. Возможно, здесь была усеченная какая-то пятая, маленькая, и уже вот эта вот трехволновая. Тогда получается, что завершающая волна, пятая наша, начинается отсюда. Давайте посмотрим, где у нее, у этой пятой волны, конец третьей волны. Вот здесь вот, вероятнее всего, было завершение третьей волны в этом импульсе. Четвертая волна прошла, скорректировала все это движение, и мы идем пятая в пятый в третий. Давайте глянем, докуда все это дело дойдет. Еще раз посмотрю, докуда дошла третья. Третья была не слишком уж такая и длинная. Значит, у пятой есть вероятность стать более растянутой. Так, ожидаемая зона. Куда у нас может прийти? Вот она. То есть вот до сюда. Это совпадает и с ранее рассчитанной зоной, и с уровнем. То есть вот в этом районе это будет опасный момент, где может случиться разворот на более сложную, более долгую и глубокую коррекцию. Возможно, даже дойдем до уровня в 1500, круглой цифры, откуда уже пойдем вниз. Давайте нарисую здесь прогноз, то есть примерно в этот район и потом уже вниз. Так, давайте посмотрим Ripple. Ripple у нас наконец-таки дал долгоожданный импульс наверх, который мы все ждали. Что это у нас сейчас? Коррекция завершилась. Четвертая, ожидаемо вот здесь, предполагаемо вот здесь, если не будет усложнений, еще ниже. Значит, мы идем дальше. Так, давайте это удалю. Если посмотреть на часовиках, что это у нас такое? Так, объемы у нас здесь появились. Так. Давайте отмерим. Если это была 1, 2, 3, 4, ну, начальная диагональ, это, допустим, была 2. Зона волны 3 как раз-таки совпадает с уровнем 0.34, ну, 0.35. На данный момент я ожидаю, что у нас ждет еще один прострел наверх. Сейчас мы корректируемся. Когда будет остановка, будет известно, от каких уровней мы будем отталкиваться. Давайте нарисую свой прогноз. Возможно, мы сходим еще пониже и затем куда-то вот в эти уровни. То есть уровни предыдущих хаев, уровни поддержки сопротивления и уровень расчетной зоны. Так, Ripple посмотрели. Давайте глянем Dash. Что у нас здесь с Dash? Dash у нас, похоже, действует как и биткоин. А, Б, С, Д, Е. Так, и пробил ли он здесь уровень? Уровень он здесь вроде бы не пробил. Ну что можно сказать? Вот этот вариант отменяется. Вот этот вариант отменяется. Остается либо он уже пошел наверх, то есть А, Б, С, Д, Е закончился, и мы идем как минимум до вот этих хаев. Либо, так как он здесь не пробил уровень 132, уровень вот этой волны, хай вот этой волны, остается вероятность, что это мы идем вниз. То есть здесь был W, потом волна связка А, Б, С, Д, Е. Возможно, это не очень похоже на треугольник, но волна не пробита, поэтому сохраняется вероятность пойти вниз. Вот это вот можно переставить. То есть мы пойдем либо так, либо так. Если, конечно, мы сейчас дадим прострел наверх, то все, этот вариант отменяется, и мы просто идем как минимум до вот этих хаев. Пока прогноз такой.
Давайте посмотрим ADU. ADU у нас ожидаемо от глобального уровня сопротивления пока идет вниз. Что у нас здесь можно сказать, что локально цена идет вниз, объемы вниз, индикатор вниз, все совпадает, все нормально. Есть вероятность, что мы и дальше пойдем вниз. Прогноз менять не буду. Давайте посмотрим рубль. Рубль у нас сегодня укрепляется. Так, но стоит отметить, что укрепляется он коррекционно, как 3 волны. Что это означает? Что выстрелил он импульсно. Так, существенный рост у нас как раз таки пошел на новостях об аресте Алексея Навального. На данный момент я вижу, что, как я вам уже до этого и говорил, важный уровень не пробит. И пока он не пробит, лонговый сценарий актуален. На что сейчас это похоже? Это был импульс, идет коррекционное движение, где оно завершится, пока и неизвестно. Да и не так уж и важно, если вы покупаете доллары на долгосрок. Пока прогноз тот же. Лонги до пробития вот этого уровня. Актуально лонги. Посмотрим трон. Трон по-прежнему идет наверх ожидаемо, но вниз мы не сходили. Наверное, и не сходим. Ну, давайте оставим этот прогноз. В принципе, они оба лонговые. Вот до этих хаев я по-прежнему ожидаю трон. Прогноз не меняется. Litecoin. Litecoin пошел выше. Это, скорее всего, уже не будет. Коррекция завершилась с большей вероятностью. И мы сейчас можем посмотреть, докуда мы можем ожидать цену лайткоина. Так, троечка у нас была бодрая. Лайткоин мы ожидаем до уровня вот этого. Вот эта зона, расчетная зона, докуда придет цена лайткоина, 190. Возможно, как раз таки здесь близко зона 200. До круглой цифры 200 мы дойдем и пойдем вниз. Но это можно будет с уверенностью сказать, с большей уверенностью можно будет сказать позже. Давайте этот сценарий отменю, нарисую новый, точнее сценарий тот же, прогноз другой. Так, если мы посмотрим на месячные уровни, есть ли какие-то важные уровни здесь? Да, вот здесь вот были развороты. 218. Метим на будущее. Отсюда мы пошли резко вниз, что совпадает с нашей расчетной зоной. Возможно, 200 и пробьем. Пока идем наверх. Так. В комментариях к прошлому видео меня попросили посмотреть DOT, Polkadot, что у нас на нем. Мы на месячном графике просто растем. Так, давайте. Дневной график. Объемы есть, все прет наверх, его знатно разгоняют. То, что тренд восходящий, это без сомнений. Вот четкий импульс. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте посмотрим поближе. Сколько у нас здесь баров? 4. Давайте на часовиках его глянем. Закончился ли этот импульс? Нет, этот импульс еще не закончился. И Polkadot можно ожидать выше. Здесь хорошие объемы, здесь мы пока на коррекции. Уровней наверху нет, поэтому на них ориентироваться не получится. Монета относительно новая, по крайней мере на Binance. Если размечать волны, то сейчас я вижу это вот так. То есть у нас идет мощная растянутая третья волна, которая даже еще не завершилась. Более подробно смотреть, в более мелких таймфреймах смотреть мы не будем. Если брать в расчет, что, допустим, завершилась здесь третья волна, то ориентировочный уровень коррекции Polkadot сейчас вот сюда, вот в эту проторговку, давайте отмечу. Вот сюда он вполне может дойти. И отсюда уже можно будет рассматривать более высокие зоны, более высокие цели на лонги. Тренд сейчас локально нисходящий. Мы в коррекции. Объемы это подтверждают, объемов нет. Вот такая ситуация по Polkadot. Его хорошо разогрели, поэтому коррекция вполне нормальная. Так, еще меня просили посмотреть рун. Есть такое. Месячный график опять-таки. Разгон. Так, дневной график давайте посмотрим. Прием наверх. Объемы, правда, снижаются. Не такая хорошая ситуация, как на Polkadot. Но индикатор хотя бы неплохо показывает себя, можно сказать. Но вот давайте посмотрим тоже последний импульс, который четко видно. Отсюда 1, 2, 3, 4, 5. Здесь у нас прошли повышенные объемы, что говорит о третьей волне. Здесь дивергенция, что говорит о завершении третьей волны.
4-я волна скорректировалась в зону, минимальную зону, необходимую для этого. И мы идем сейчас в 5-й волне, где можно ожидать разворот. Бац, бац, бац. 3-я волна у нас растянута. 3-я волна растянута. Ожидаем 5-ю волну вот сюда. Это умираем. Здесь похоже на 1, 2, 3. Возможно, здесь 4, 5. Куда-нибудь вот сюда. На 2,5 вполне можем сходить. Пока прогноз такой. После чего велика вероятность пойти вниз. Еще одна монета, которую попросили посмотреть, это Sol. Что у нас на месяце? На месяце нас хорошо уронили, и теперь мы идем наверх. Так, дно у нас было здесь, после чего у нас появились хорошие объемы. Хорошие объемы. Мы отскочили. Сколько это уже длится? Это уже длится 25 дней, 54 бара. Что видно на этом графике? Видно 5-ю волну, видно 3-ю волну, видно поход в 5-ю волну. Корректировалась 4-я волна, практически добила куда надо. Немного не добила, но пошла наверх. Давайте посмотрим на часовиках, докуда у нас может дойти данная монета. Так, ну давайте посмотрим менее оптимистичный вариант. Вот эта зона. То есть еще немного, и движение вполне может завершиться. Если, конечно же, не будет какого-либо пампа. У нас здесь процентов 10, мне кажется, можно взять. 15 тут даже можно. Прогноз пока такой. Наверх немножечко. Ну, на этом все. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свое мнение. Что вы думаете о том, когда будет разворот? Пойдем ли мы повышать максимумы на битке? Всем удачной торговли, счастливо!